Здравствуйте, представители знака зодиака Скорпион. Февраль 2024 года. Таро-прогноз, гороскоп по 12 домам гороскопа. Давайте зададим очень важный вопрос. Как изменится моя жизнь, ваша жизнь, мои дорогие скорпионы, и что думают по этому поводу карты Таро? Планетарно же действительно в феврале начинается год дракона как раз 10 февраля. И сам по себе февраль месяц, он богат на стелиумы, иными словами, скопление планет. И, как известно, в високосный год все немножко не так, как в остальные года. И у нас есть дополнительный день, 29 февраля. И это стелиум планет, как Солнце, Меркурий и Сатурн. Очень важные планеты. Первый стелиум будет 17 февраля. Это Плутон, Марс и Венера. Очень сильная и необычная энергетика февраля високосного года и как начало года дракона по китайскому календарю. Ну, давайте мы посмотрим, что думают карты. И 12 домов гороскопа, я уверена, вы знаете, что каждый дом отвечает за ту или иную сферу жизни. И первый дом – это ваша личность, где-то ваше настроение. Вот, может быть, какие-то приоритеты или то, чем вам придется заниматься в феврале. Давайте узнаем, что думают карты. Для скорпионов что значит февраль? Может быть, вам придется искать словно правду, истину. Может быть, вам придется заниматься документами, как оформить то или иное дело, или конкретный документ, или решить какой-то вопрос. По рыцарю мечей мы хотим знать правду, истину, и мы ее как будто находим. Кроме этого, по этой карте проходят, увы, иногда проверяющие или те люди, с которыми, может быть, нас сталкивает судьба, а у людей сложный характер, и нам придется где-то договариваться, уметь держать, может быть, нейтралитет. По этой карте есть такой момент, что мы можем куда-то отправиться внезапно, потому что, того требуют обстоятельства. Сама по себе карта, энергетика ее достаточно холодная. Она двоякая. С одной стороны, мы не должны поддаться где-то на уговоры, которые для кого-то в плюс, а для нас в минус. Мы должны быть готовы, правда, к тому, чтобы наши документы были в порядке, к тому, чтобы все подписи, печати, какие нужно, стояли. А если вы сами занимаете ответственный пост, значит, какие-то ваши документы, где ваши подписи стоят, нужно как-то проверить. Или если вы заключаете какие-то договоры, значит, тоже быть очень внимательным. Мы не можем что-то пустить на самотек. И если кто-либо из людей словно предлагает нам какую-то мутную, сложную ситуацию, определенно есть смысл лучше отказаться, чем в чем-то участвовать. Как будто не стоит делать того, что в последующем для вас, мои дорогие скорпионы, может осложнить как будто жизнь. Нельзя быть беспечному в целом. Контролировать, наверное, каждый день. Февраля для вас определенно стоит, по крайней мере, после 17-го точно. Все сохранять. Перевернулась карта четверка пентаклей. Карта жадины, как я ее называю. И как и самосохранение, так и сохранение финансов. Финансы как будто будут. Но сохраняй те позиции, которых ты сейчас уже достиг. Или финансового благополучия, которого вы уже тоже как бы достигли, вы имеете на данный момент. Вот удержание своих позиций может быть как раз тема номер один. Десятка жезлов. Может быть, успевайте отдыхать. Не включайтесь в какой-то режим многозадачности, когда вы растратите силы попусту, и их может где-то не хватить для решения своих собственных вопросов и проблем. А на дне колоды карта самодостаточности, девятка пентаклей. Но 9 по нумерологии что-то будет меняться, правда? Удерживайте свои позиции, мои дорогие скорпионы. Как будто дело того стоит. Давайте второй дом гороскопа, и это у нас деньги, финансы. Что на февраль для вас? Карта победителя. Финансы будут. Ну и, собственно, девятка пентаклей, которая оказалась на дне колоды, нам тоже где-то об этом говорит. И в то же время эта карта победителя, она вообще о чем? Как раз вот о том контроле, когда на самотек мы что-то пустить не можем. 50% успеха чего-то достичь. Или словно взобраться вот по этой лестнице. Может быть, по лестнице иерархии получить должность. Или просто заработать деньги. Или
организовать бизнес и добиться тоже или успеха, или того, что вы хотите. Но остальные 50% как раз удержать эту высоту. И по финансам как будто тоже. Но если вы ждали деньги, которые где-то задерживались, скорее всего по шестерке жезлов, вы их получаете. По финансам как раз должен быть порядок. Но это те финансы, которые как будто пока в расход не идут. И я могу предположить, но скорее с учетом рыцаря мечей, не время риска. Третий дом – это у нас идут коммуникации, социум, коллеги, соседи, родственники и короткие поездки. Что? Здесь по справедливости, ну, наверное, как коллеги, соседи. Может быть, и вопросы, связанные с родственниками. По справедливости это всегда причинно-следственная связь. Когда вы прежде сделали что-то хорошо, тогда скорее и вам как будто откликнется это каким-то добром. Но если мы где-то наследили, то и эффект или вот та обратная реакция, она тоже может нас где-то разочаровать, потому что нам как будто платят той же монетой. Отчасти, когда рыцарь мечей, пусть не в этой в колоде другой, есть такое значение бунтарь без причины. И мы можем столкнуться с таким человеком, который нам будет что-то доказывать по какой-то предыдущей истории. И кто знает, может быть, в роли этого рыцаря мечей будут коллеги, соседи, кто-то из родственников, вполне вероятно. Или для вас еще придется куда-то отправиться, потому что есть на повестке дня, видимо, какой-то вопрос, который касается у кого-то и личной жизни, мало ли, может быть, и суды буквально проходят, или какие-то разбирательства по поводу имущественно-денежных каких-то вопросов. Как будто в деньгах сама по себе победа, но есть тот факт или какой-то нерешенный вопрос, который вас связывает либо с родственниками, либо с социумом, либо с теми людьми, ну, с которыми у вас прежде были тесные контакты, и вот эта причинно-следственная связь о себе может напомнить. Обычно, когда выпадает этот аркан, я всегда говорю еще и даже улицу нужно переходить в том месте, где положено, вообще закон не нарушать. А если вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, и вы не, к примеру, которая именно касается каких-то законодательных, законотворческих или еще юридических вопросов, определенно себе не навредить, а вот как раз обратиться к специалисту для того, чтобы узнать, как в отношении вас работает тот или иной закон, словно себя подстраховать определенно стоит. И самое главное, быть честным с самим собой, видеть какую-то реальность, чтобы, может быть, отчасти злость, такое может быть по рыцарю мечей, или гнев, или несогласие с каким-то вопросом не затмило, мои дорогие скорпионы, реальность. А ведь карта победителя как раз в деньгах так, как будто все хорошо, добавляет вам, знаете, ну, где-то энергии, оптимизма и уверенности в собственных силах. Но финансы – это финансами. Но есть другая какая-то сфера жизни, которая не совсем идет так, как финансы. Четвертый дом, и это дом нашей надежности, мои дорогие. Это буквально дом, ваше жилье, это семья, это чувство защищенности. Вот что для вас скажут карты. Четвертый дом, один из самых основных. И, по сути, это наше благополучие. Паж жезлов. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с детьми, или к вам приходит какая-то новость, или вы сами что-то задумали. Может быть, кстати, по пажу жезлов переделка дома, ремонт дома, или что-то вы там захотите улучшить. Есть идея как будто, да. По этой карте она достаточно некрупная и может лишь говорить о том, что вы просто будете что-то себе намечать, планировать наперед. Давайте мы посмотрим пятый дом, и это творчество, досуг, хобби и развлечения. И выпадает семерка мечей, ну это когда придется где-то лавировать, хитрить. Кто знает, не совсем про творчество, не совсем про хобби. Может быть, я должна сказать, с учетом планетарных событий, с учетом Плутона в Водолее, мои дорогие, хоть вы единственный знак, маги и волшебники,
который как раз правильно умеет взаимодействовать с Плутоном. И все же, Плутон в Водолее не время для азартных игр, не время для того, чтобы себя подвергать риску, не время для тех, может быть, финансовых или каких-либо еще имущественных операций, да, когда или договоров, когда вы думаете, допустим, может быть, прежний какой-то период, ну, была какая-либо схема работы, или это я говорю, ну, может быть, это больше касается для тех, у кого личное дело, и здесь вам как будто придется, может быть, какую-то схему пересмотреть. Если я о чем? Если прежде как будто, ну, вот так вот гладко проходила ситуация, когда, ну, были какие-то нюансы, допустим, по законам, вот, например, все-таки возвращаясь к рыцарю мечей, то вот теперь не пройдет. То, что как будто раньше сошло с рук, теперь тоже не сходит. И это весь не только 2024 год, и не только вас касается, мои дорогие скорпионы, это для всех нас, потому что Плутон в Водолее, здесь области рационального, здесь будет всегда то, что мы не можем просчитать наперед. А значит, даже если мы где-то нарушили закон, вот я о чем, или где-то мы схитрили, нам как будто обратно потом прилетит какое-то известие, мы словно заново будем что-то переделывать. Ну и безусловно, если мы говорим про творчество, может быть, вы захотите попробовать какой-то проект, ведь семерка мечей нам о чем говорит? Вам придется где-то словно делить надвое и предполагать, что и с вами люди могут хитрить, говорить неправду, иметь свой какой-то интерес, именно свой, личный для чего-то, вовлекать вас в те или иные дела, вопросы, решения, и опять же себе не навредить, чтобы через какое-то количество времени, может быть даже лет, вам не пришлось в одиночку расхлебывать какую-то ситуацию, где вы, предположим, в документе поставили подпись или печать, вот такое тоже может быть. Ведь имеется такое значение карта вора. И у вас почему-то творчество, хобби, досуг и развлечения. Так вот, по части развлечений и азартных игр я уже сказала, это не только на 24 год и не на февраль, но и на долгий период времени. То есть, ну, где-то с чем-то не просчитаться, не прогадать, как будто даже отправляясь, может быть, куда-то отдыхать, значит, баланс все равно держать. И ухо востро, это правда. Давайте посмотрим 6-й дом гороскопа, и это у нас здоровье. И хотя на канале Таро Инспирационы вопросы здоровья, политики, вероисповеданий мы не рассматриваем принципиально, это не для карт Таро. Но тем не менее 6-й дом, он как раз говорит о нашем здоровье или возможные травмы. Поэтому карту мы все же достанем и так в общих чертах посмотрим, что, как карты видят именно 6-й дом для вашего знака зодиака на февраль. Карта Император. Вы знаете, держите все под контролем. Наверное, не только как финансы или вопросы с документами, юридические вопросы. Может быть, у кого-то... У вас тут комплекс целый, может быть, каких-то, ну, словно, может быть, неразрешенных мелких дел, которые где-то актуально будут в феврале. Для кого-то из вас то, что вы думали, решили, здесь где-то может вернуться тоже с учетом вот этой карты и карты справедливость. И карта Император нам о чем говорит? Ты собой не рискуй. Император, он в первую очередь настроен на то, чтобы, ну, самосохранение. Сохранение как раз заданных позиций или занятых позиций. У кого-то из вас это может быть по здоровью такая ситуация, когда, предположим, если есть хронические заболевания, вы уже обращались к специалистам, к врачам, прошли какое-то обследование, и вполне вероятно вы пойдете, ну, заново что-то, как обследование проходить или какие-то консультации, но на уже другом уровне. Вам, может быть, захочется не потому, что вы болеете, а просто о себе узнать немножечко побольше и поточнее. Но Император, он контролирует все. Вот здоровье вам как будто нужно контролировать. Значит, не нужно ничего делать, что чересчур. Как не подвергать себя риску ненужному, так и где-то контролировать то, что происходит вокруг. Вообще это статусная карта, мои дорогие. И где-то доверять людям, которые, если мы говорим, допустим, стоит выбор между медицинским учреждением частным
и между учреждением государственным, то, конечно, по императору здесь больше государственное. Отдавать предпочтение тому, что проверено надежно. Ну, может быть, для кого-то это тоже важно услышать. Как будто человек должен отвечать за свои слова. Специалист тоже не просто сама по себе какая-то консультация такая расплывчатая, обтекаемая, а именно тот знающий узкий специалист, который возьмет ответственность за вас и за те методы лечения. Это должно быть что-то уже проверенное. Это не должна быть какая-то нетрадиционная, предположим, если правда вы нуждаетесь в помощи, то тогда это не нетрадиционная медицина, которая бездоказательная, непроверенная, а то, что уже конкретно доказано, то, что ближе к традиционным методам, как и лечения, так и обследования, тогда вот этому отдавайте предпочтение. Не говорит нам карта о возможных либо травмах, либо болезнях. Нет, здесь об отношении к самому себе или каким образом нужно как будто контролировать себя. Да? Это в том контексте, когда какому учреждению лучше отдать предпочтение или как провести, допустим, консультацию. Если сходили в платный какой-то медицинский центр, вам поставили один диагноз, вы с чем-то не согласны, определенно есть смысл пойти, может быть, в государственные структуры. Смотря из какой страны меня смотрите, но в большинстве стран платное, оно как бы побыстрее, хоть и с оплатой, но государственное тогда будет где-то понадежней. Вот вам исключить всяческую возможность как ваших ошибок, так и где-то, ну вот, дифференцированно к вопросу постановки диагноза, обследования, проверок каких-то, тоже следует подходить. 7-й дом, и это у нас брак и партнерство. Что для вас? Рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов едет быстро, и он готов к изменяющимся условиям. Его завораживает где-то как игра жизни, так у него есть свои планы. Вообще это карта скорости, информации и передвижения. И если мы говорим о браке или о партнерстве, деловом, может быть, партнерстве, это общий дом, который отвечает как и где-то личная жизнь, то есть взаимосвязь, взаимообмен, так и где-то вопросы работы, дел, бизнеса. И, может быть, кому-то из вас придется куда-то отправиться, чтобы в определенной местности решить вопрос. К вам могут приехать, правда, мои дорогие? Иногда это и, может быть, проверяющий, который, вот так вот быстро очень, откуда ни возьмись, у нас вдруг возникает в нашей жизни. И, значит, где-то соответственно поставленному вопросу вам придется реагировать. Правда, чего-то не отложите на потом. Может быть, это еще и просто новость какая-то, которая вас подталкивает какие-то действия совершить или разобраться с каким-то вопросом окончательно. И может быть, это как раз будет касаться либо партнерства, которое по делам, по работе. Может быть, это и по работе куда-то командировка банально для кого-то проиграется. Но и где-то и вопросы вашей пары, если вы человек семейный. Если вы имеете, предположим, отношения или, как говорят, любовный треугольник, вам захочется разобраться с чем-то. Все-таки это ведь вам карта падает. И есть здесь по этой карте, знаете, такой своего рода азарт. Есть тут и желание настоять на своем. Поэтому где-то горячность вам не должна помешать. А вот быстро как будто реагировать и правильно, хладнокровно вместе с тем оценивать ситуацию. Вам как будто карты обе рекомендуют. Вообще 2 рыцаря, поэтому как много может быть поездок для вас, хотя сами по себе эти дома не говорят о поездках, но мы ведь по одной карте только достаем. И ведь понятно, что у каждого своя история. И вот именно связанные вот с этими сферами жизни, как брак, партнерство, так и ваши личные какие-то, вот ваша личность, может быть, будут связаны какие-то перемещения, новости, события, информация. Давайте посмотрим 9-й дом. Это как раз дальние у нас идут поездки, философия, религия, духовные практики. Но тоже есть своего рода выбор. Для кого-то из вас вопросы переезда, правда, 2 рыцаря, куда я поеду.
Для кого-то из вас выбор работы будет вполне вероятно. Пусть нам не совсем об этом говорят, но как знать, может быть, для кого-то из вас, мои дорогие скорпионы, эта поездка действительно по работе или релокация офиса, когда или вы открываете новый какой-то филиал, это если личное ваше дело, но есть его величество выбор. Вот где-то вы будете стоять как на развилке судьбы. Может быть, у кого-то из вас это в вопросах религии, философии. Могут измениться ваши взгляды на жизнь. Вы будете словно что-то анализировать, и из этих двух жезлов должен остаться один. Правда? Как на перепутье придется принимать какие-то важные решения. Давайте посмотрим далее. Это у нас 8-й дом и самый тайный, наверное, дом как раз, где-то как по Плутону, это дом трансформации. Это дом неожиданностей. Могут проходить какие-то и юридические вопросы. Давайте достанем карту и узнаем. 8-й дом для Скорпиона, февраль. Карта радости, карта счастья, карта удовольствия, карта получения какого-то результата, когда вас будет действительно что-то радовать. И может быть в неожиданностях какая-то ваша личная история как раз со знаком плюс решится. Для кого-то могут решиться вопросы, все-таки мы говорили про 2-й дом, денег, финансов. Ну, есть определенная взаимосвязь. Может быть, вы получите деньги и что-то будете приобретать для дома. Может быть, вот эта трансформация будет касаться вашей личной жизни. Какие-то, безусловно, перемены, но неожиданности даже как будто со знаком плюс. Но как будто трансформация неизбежна, но это все больше для вашего счастья, для ваших, ну, может быть, каких-то серьезных вопросов, которые где-то будут пересекаться с финансами и давать вот это чувство уверенности, может быть, отчасти и защищенности, или какой-то проект, вот как по 4-му дому, Паш жезлов у нас выпадает. Мы говорили, что как вопросы с детьми, так и ваша какая-то задумка, как проект, как начало чего-то нового или обновления. Может быть, вы для своего дома как раз что-то сделаете, вполне вероятно. А надо сказать, что наше жилище отчасти, когда мы что-то реорганизуем, перестраиваем, переделываем или просто даже генеральную уборку делаем, словно мы изменяем пространство, а оно впоследствии изменяет нас. Но есть повод для радости. Давайте мы с вами узнаем. Видимо, Плутон, правильно, Плутон всегда будет поддерживать скорпионов. И Плутон сейчас это тема номер раз на долгий период времени. 9-й дом. Дальние поездки, философия, религия. Давайте узнаем, что для вас. Может быть, духовные практики. Правда, духовные практики и дальние поездки могут быть. Для кого-то вопросы переезда. Это карта заслуженного успеха. Здесь могут проиграться вопросы, когда вы, может быть, какой-то паломнический тур даже можете себе надумать поехать. Или эта карта еще и говорит, и она прорисована так, словно девушка оставила какой-то прежний берег и идет вперед, дорогу осилит идущий. Может быть, не в этом месяце заслуженного успеха. То есть это пройдет какое-то время, и для вас, может быть, та поездка, которую вы осуществите, она будет словно судьбоносна. Или ваши взгляды на жизнь могут измениться, а просто для кого-то из вас заинтересует, к примеру, новая работа. Вы можете начать, к примеру, изучать языки, потому что вам захочется путешествовать. Для кого-то из вас это может означать, что меня заинтересовала сфера IT. Я буду, это как раз одна из тех немногих сфер, когда нам можно длительное время словно не садиться за парту и не учиться, как в университете, да, длительный срок, а здесь как раз получить какие-то навыки. И кто-то из вас может решиться именно потому, что я хочу быть свободным, я хочу больше свободно перемещаться, и мне нужна такая удаленная работа. Вот, кстати, по 9-му дому это проходит. По 9-му дому часто проходит еще
такие наши состояния, когда мы специально, словно, вот я говорила паломнический, например, тур, или это то место, как место уединения, когда мы куда-то отправляемся. Может быть, и так проиграется. Все-таки вопросы философии и религии по этому дому тоже проходят. 10-й дом – работа, карьера, власть. Что для вас, мои дорогие? Скорпионы на февраль. Ну, шикарно. 9 пентаклей. Деньги будут. И это как раз карта самодостаточности. И, кстати, 9 по нумерологии. Что нам говорят? Деньги сохраняем. Сохраняем все то, что ты уже достиг. Или какие-то новые еще возможности. Новые возможности по части, может быть, и бизнеса, нового как заработка или дополнительного какого-то заработка, пассивного дохода. Вот это все может проиграться. И где-то будет изменение, может быть, статуса, кстати, через финансы, через ваш труд, через, может быть, получение новой должности, и когда у вас все под контролем. И правда, работа, карьера и власть – одна из лучших карт выпадает, когда вы остаетесь, по крайней мере, этой сферой довольны или можете многое изменить. Все зависит, какие планы вы поставите, мои дорогие скорпионы. 11-й дом – дружба и взаимопомощь. Туз жезлов, ну просто огонь. Может быть, это вы заинтересуетесь каким-то человеком, может быть, это и новое знакомство, у кого-то так тоже может проиграться, или какое-то важное решение вы будете принимать по части вашего окружения. Дружить или не дружить. Или, если мы говорим про взаимопомощь, я не могу сказать однозначно, что кто-то вам придет на помощь, мои дорогие скорпионы, но я не могу и отрицать этого. И тем не менее, туз жезлов один как будто, да. Поэтому я бы сказала, надейтесь сами на себя. Но у вас достаточно сильная позиция, мои дорогие. Не забываем. Но может быть где-то, это ведь импульс. Это вот Марс сам по себе, туз жезлов, это ваше решение. Да, есть оптимизм, есть уверенность, безусловно. Но люди, видимо, вам будут встречаться из ситуации в течение февраля. Самые разные. И вам, я бы сказала, не надейтесь, что правда кто-то придет на помощь. Я бы даже добавила то, что вам может помешать какой-то импульс. Может быть, договориться с такими несговорчивыми людьми или просто вот этот нейтралитет удерживать. 12-й дом, по сути, это то, что скрыто, или то, что чему мы не придаем значения, а в последующем это как раз для нас будет продолжение, и кто знает, и по 12-му дому какие-то, возможно, и проблемы-то тоже. И почему? Потому что это дом фантазии еще. Мы можем видеть как-то по-своему, а по факту это обстоит совершенно иначе. Поэтому вот давайте мы узнаем, какие возможные скрытые проблемы, то, чему вы не придаете значения, как раз в феврале могут проиграться или в последующем. Чему нужно уделить внимание, может быть, так. Вообще все держать под контролем. Для кого-то из вас это может быть еще и человек, буквально, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Это Телец, Дева, Козерог. Когда вам, конкретному человеку, может быть, придется уделять внимание или какая-то конкретная проблема будет связана с этим человеком. Иногда проходят и наши близкие по этой карте. Увы, такое тоже может быть. Может быть, вы кому-то будете помогать из родственников как раз решить какой-то вопрос. Но в целом, я бы сказала, проблем нет как таковых. Нет тех проблем, которые бы вы не решили, не договорились, не нашли, может быть, какой-то компромисс или важное Соломоново решение, чтобы вы не приняли. Такого для вас нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.